Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых лидов из рекламного аккаунта Facebook в CRM-систему «Мой класс». Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из Facebook в другие системы. Например, в «Мой класс» вы сможете добавлять новые записи на занятия, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Facebook. На этом этапе вам необходимо указать действие. Если вы хотите получать данные по лидам, выбираем действие «Загрузить лиды». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к сервису Apex Drive. В этом окне нужно указать логин и пароль личного кабинета Facebook. Далее необходимо перейти к дополнительным настройкам. На этом этапе вам необходимо отметить галочкой рекламные страницы, по которым вы планируете получать данные о лидах. Если у вас появится новая рекламная страница, то вам нужно будет переподключить ваш аккаунт Facebook к системе Apex Drive через инкогнито в браузере, для того чтобы перейти на этот этап и отметить новую страницу галочкой. Все галочки доступа оставляем включенными. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать рекламную страницу и формы, по которым вы хотите получать новые лиды. Если вы хотите получать лиды сразу по всем рекламным формам, выбираем «Да, подключать все текущие и новые формы». Если вы хотите получать данные по каким-то конкретным формам, выбираем «Нет, настроить формы индивидуально» и отмечаем необходимые формы галочкой. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные по одному из ваших лидов. Если на этом этапе данных нет или отображаются тестовые данные Apex Drive, вам необходимо проверить, есть ли у вас по выбранной форме и рекламной странице реальные лиды, или сгенерировать тестовый лид вручную. После того, как на этом этапе отобразится реальный лид, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем «Мой класс». Далее необходимо выбрать действие. Создать запись на занятие. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт «Мой класс» к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет «Мой класс». Далее необходимо перейти в раздел «Настройки». Переходим на вкладку API и Webhooks. Если у вас еще не создан API-ключ, вы можете создать его на этом этапе, кликнув по соответствующей кнопке. Я же буду использовать уже созданный API-ключ. Обратите внимание, что API-ключ должен быть включен. Копируем его и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля «Мой класс», которые необходимо заполнить для создания новой записи на занятие. В эти поля вы можете назначать переменные из Facebook. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка.
Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в мой класс при каждом новом лиде из Facebook. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в мой класс». Эта ошибка возникает, поскольку в телефоне, который указан, присутствует знак «плюс». Если у вас будут приходить телефоны из Facebook с этим же символом, это можно исправить при помощи блока форматирования. Для того, чтобы это сделать, кликните между блоком источника данных и приема данных на серый плюс и добавьте блок форматирования. В поле для форматирования выбираем телефон. Действие выбираем «Преобразовать в число». После этого кликаем «Продолжить». Как мы видим, изначально номер телефона был с плюсом, но в системе «Мой класс» в номере телефона этого символа быть не должно, поэтому мы изменили номер телефона без знака «плюс» в начале. Теперь блок форматирования создал нам новую переменную, которую нам необходимо назначить вместо старой. Удаляем старую переменную с телефоном, в котором содержится знак «плюс», и выбираем из списка новую, которая была создана при помощи блока форматирования. Отправляем тестовые данные повторно. После успешной отправки переходим в «Мой класс» и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных «Мой класс» успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!